Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака на этот сравнительно небольшой период подскажут карты. Я же вас приглашаю на свой сайт, где есть гороскопы, планетарные гороскопы до конца 2024 года, а также на август. Есть разные статьи. Есть статьи и по транзитам, тем транзитам, которые будут проигрываться и до конца 2024 года, и на 2025. То есть это у нас будет касаться Лилит или Черная Луна в знаке Весы. Это есть значение по Хирону. Это есть и Юпитер в Близнецах, который практически до середины следующего года. Поэтому переходите, читайте. Я надеюсь, чем-то информация вам будет полезна. Жизнь ведь наша не бывает полностью предсказуема. Это только видимость, что мы контролируем. Но на самом деле от того, как мы успеваем провзаимодействовать с тем, что приходит на наш порог, зависит качество жизни. И если мы заявили ваше ближайшее будущее, первая карта, что важно знать, или чего будет касаться это ближайшее будущее, какой сферы, какие вопросы, может быть, вам придется решать на неделе, чего, опять же, какой сферы жизни будут касаться. Чего не избежать или неожиданности, чему сейчас не время, что вам может помешать, что же вам будет помогать. Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия, денег, финансы на неделе. Личная жизнь. И карту совет достанем. Что же будет важно? Вы знаете, много может быть драйва. Как к вам кто-то приезжает или вам придется куда-то отправиться. Может быть, и это та отправка, к примеру, на работу. Но помимо работы, значит, могут появиться какие-то дополнительные события. Или, может быть, это будет связано у кого-то с документами. Или какая-то ситуация может создаться, когда вам несколько придется скорректировать собственные планы. Потому что по этой карте идет скорость, информация, которую вы получаете. И то, что вы не можете отложить на потом. В принципе, готовность к неожиданностям. Принц Жезлов, он сам по себе готов. Он, более того, он хочет этого драйва. Поэтому для кого-то из вас, ну, даже если много будет каких-то перемещений, вам это понравится. Но, видимо, будет очень важно правильно оценить обстановку и где-то не упустить время. Успевать, может быть, продумывать, не действовать на шаблоне, это точно, потому что какая-то альтернатива может появиться на этой неделе. Или если человек приезжает к вам с какими-то новостями, ну, это тоже какую-то вашу стратегию, тактику может несколько изменить. Давайте посмотрим неожиданности, что же это может быть. 2, посмотрите, принца, и поэтому, да, драйва будет достаточно. У кого-то изменения по вашей работе, по способам заработка. И карта нам, кстати, говорит, хоть тут и драйв, и скорость, а по принцу Пентаклей уделяй внимание мелочам. Вам могут предложить случайно или, может быть, обстановка так вот вырисуется даже на вашей, предположим, работе. Когда освободится какое-то место, или вам могут что-то предложить. И тогда следует соглашаться. Почему? Потому что это как начало, принц. Но это марафонский забег лет на 10-20. Поэтому от чего-то не отказаться, правда, будет важным. Но и по принципу жезлов, это, если мы говорим, быть готовым к неожиданностям, использовать какие-то возможности, это то, что важно знать. Вот какая-то такая конфигурация, когда дела, работа, бизнес, деньги, жезлы у нас, ну и конкретно пентакли, то есть деньги, денежные вопросы, пусть они как будто сейчас только начинаются. Но часто ведь по принципу пентаклей идет наш какой-то проект, или пусть начинание, или наша работа, которая от нашего поступательного движения, от наших приложенных усилий будет означать некоторые якори в нашей жизни. Это могут быть какие-то и вопросы, кстати, для кого-то из вас, когда вы будете продумывать дополнительные доходы или пассивный доход, когда деньги в рост. И здесь, наверное, у каждого по-своему. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи.
Чему сейчас не время? Это у нас карта соревнований, 7 жезлов, и есть такое значение по этой карте. Вы выше всех. И герой наш показан. Он стоит на вершине арки, а арка сама по себе расположена на горе. Поэтому вот вы выше всех. То есть какая-то позиция у вас, она крепкая, сильная. Более того, вы правильно видите какую-то обстановку. Но другим от вас что-то нужно. Кто-то может буквально провоцировать на какой-то конфликт. Иногда такое тоже бывает. Или словно вызывать вас на это самое соревнование. И карта говорит, да, у тебя хватит сил парировать, тебе хватит сил защищать свою позицию, но подумай трижды, а нужно ли тебе это? Нужно ли тебе участвовать в этом конфликте? Нужно ли тебе словно поднимать эту перчатку, если тебя кто-то, ну, на какое-то, пусть даже соревнование, на какие-то доказательства ненужные вызывают или эмоционально тебя цепляет? Часто по этой карте мы должны хранить баланс наш эмоциональный, равновесие душевное. Для того, чтобы правильно, первое, оценить обстановку, нужно ли в это ввязываться, будем говорить. Ну и второе, если и нужно, в каком контексте, насколько далеко и насколько глубоко. Вот есть какой-то такой тонкий нюанс, который должны решить только вы сами и с чем-то не просчитаться. Что же вам помогает? Вот действительно, храните свой дзен, свой какой-то нейтралитет. И нейтралитет конкретно помогает. Карта отшельника, старший аркан. Отшельник идет своим путем. И если мы говорим, две первых карты, принц жезлов, принц пентаклей, для кого-то из вас, допустим, будет, у кого-то это будет как новый интерес создать свое личное дело. Может быть, вы долго раздумывали прежде организовать интернет-магазин, и вы можете здесь искать информацию, просчитывать буквально, что мне для этого нужно, с кем-то договариваться, узнавать. А для кого-то это уже был создан, может быть, вторичный доход или как личное творчество, хобби. И здесь вы можете переключиться на именно развитие своего личного дела. И как раз по отшельнику это тот интерес ваш, личный, который вы хотите осуществить. Для тех, кто в организации работает, здесь может быть какой-то ваш личный проект, который вы тоже хотите осуществить. И тогда вы будете действовать по какому-то своему плану. Вообще, отшельник, я должна сказать, если что, помогает. Никто не мешает. Я люблю эту карту. Это значит, в принципе, то, что вы надумали, вы можете осуществить. Да, отшельник идет медленно и где-то перекликается с принцем Пентаклей. Какой-то ваш проект может развиваться, знаете, так вот надежно, правильно, на года, на десятилетия при одном условии, что вы этот проект не будете тормошить, ускорять, а будете как раз планомерно, вот так вот, с учетом каких-то нюансов, тонкостей продолжать начатое. От вас потребует определенного внимания, постоянного, это дело или намерение, цель, или потребует также какого-то развития. Это не есть что-то такое, как быстрый куш, если мы уж про деньги, например, говорим. И это в целом вот эти проекты длительные, они вам помогают. По аркану отшельник к вам могут обращаться. Отшельник распутывает сложные узлы, это к вам могут обращаться за советом, такое тоже может быть. Для кого-то это может быть такой момент, когда отшельник никому ничего не говорит. Есть и такой нюанс. Он на своей волне. Его невозможно купить, налезть. Его также невозможно расстроить какими-то глупыми или резкими, нелицеприятными фразами, потому что ему важно то, что он сам о себе думает. И вот эти качества, они вам тоже помогают. Давайте мы с вами узнаем, что скрыто. Какая-то личная история, радость. Какой-то проект, который у вас действительно получится, потому что по этой карте мы довольны собой, безусловно. Вопросы, связанные с жильем, могут быть решены со знаком плюс. Может быть, вы как раз и будете что-то подобное решать. Вопросы с переездом. Но это скрыто. Вы пока можете чего-то не видеть. Вы можете сомневаться, получится или нет. Как ваш проект или как переезд. Тут сама неспешность вам помогает. И надо сказать, принц Пентаклей ведь тоже едет медленно.
Может быть, некоторые вопросы вы сможете, как новость, дает перед вами, открывает как пространство возможностей или дает какой-то шанс. И как действовать в каких-то ситуациях. Это нужно быстро откликнуться, как я сказала. Но откликаемся в том случае, когда нам нужно как будто ухватить эту саму по себе возможность. А в последующем как раз более планомерные действия. Может быть, для кого-то это поможет. Вот такая подсказка. Но в принципе, что скрыто? Счастье. Поэтому какой-то проект, ну точно не нужно отказываться, мои дорогие. Что-то ведет к счастью. Дела, работа, бизнес. Еще один принц. Драйва будет достаточно, причем в отношении вас тоже. По принцу мечей мы можем столкнуться с людьми, хотя где-то нас самих могут подмывать вот такие эмоции, когда хочется со всеми разобраться, все расставить по местам, сказать всем все то, что я думаю, и, может быть, что-то завершить. Но карта не говорит, что нам это будет как бы помогать, скорее помешает. А оставаться на своей волне и не реагировать на чьи-то реплики, вот это будет сильная позиция. Но по принцу мечей нам помогает правда и ничего, кроме правды. Вы можете столкнуться с людьми, как я уже сказала, резкими, сложный характер, с ними невозможно договориться. Есть такое значение бунтарь без причины. Причины нет, а он кому-то что-то доказывает. И правда, вот такие люди могут быть. Могут быть некоторые проверяющие, смотря чем вы занимаетесь, и поэтому держать руку на пульсе. Но может быть и возможность, когда приходит какая-то новость, а вы можете углубиться в нее, найти недостающую информацию и для себя прояснить, что же есть правда. По крайней мере, вам это будет тоже помогать. Есть некоторая философия жизни на этой неделе или назовите это, когда каждую новость нужно так вот к ней мудро отнестись. Нам могут ее подавать, как мокрое полотенце. А по факту основа ситуации будет лежать в чем-то другом. И тогда вот эту основу, вот эту философию жизни, мудрость, вам нужно увидеть, и она вам будет помогать. Быть реалистом, наверное, дважды определенно стоит. Люди могут вести себя по-разному. Нам тоже об этом сказали. Но это не значит, что мы откликаемся сразу на все их эмоции. В первую очередь эмоций может быть много. Где-то, как и людских, ну, для кого-то это, знаете, как ваша чаша терпения, которая не должна закончиться. Вам терпение в принципе будет помогать, потому что люди могут провоцировать финансы. А здесь какой-то удобный случай. Для вас может быть удобный случай. А кто-то обозлится, извините, вот я должна это сказать. Вам могут что-то предложить, а человек надеялся. Даже на работе у кого-то банально может проиграться. А человек рассчитывал, что ему это предложат. Ему не предложили, это какие-то ваши возможности. И тогда не нужно никому ничего доказывать. Продолжить какой-то свой личный путь. Колесо фортуны – это есть и возможность заработать деньги. Нам об этом тоже уже сказали. И здесь у каждого по-своему. У кого-то через работу, через вашу занятость или деятельность, которую вы каждый день осуществляете, вашу профессию, вашу экспертность, а у кого-то это дополнительный заработок. По колесу фортуны, правда, тут что-то мы не можем отложить на потом. Но есть момент. Вы должны держать вот эту рулетку судьбы в центре штурвала. Если вы где-то опоздаете, то есть риск оказаться сбоку, как бы со стороны обода колеса этой рулетки. И тогда при развороте нас может словно выбросить. Поэтому финансы держите под контролем, мои дорогие, ведь у каждого своя какая-то будет ситуация. Это старший аркан. И, может быть, не включайтесь в какие-то замыслы чужие. Или, может быть, и ваши собственные где-то замыслы, когда хочется потратить деньги. И вы уже что-то распланировали, и тут как раз деньги приходят, у кого-то так может быть. Или это могут быть внезапные деньги, как какой-то бонус. И тогда все-таки карта нам будет говорить: нет, сохраняй. Могут быть и, кстати, какие-то подарки. Или, как я сказала, выплаты какие-то, может быть, внеочередные. Личная жизнь, солнце, мои дорогие, солнце свое сохраняйте. Пусть это
Путь к солнцу лежит у кого-то конкретно через личную жизнь, вашу личную историю. И поэтому, если вы один или одна, самое время, посмотрите, сколько принцев у нас. Это всегда движение, это скорость, это активность. И говорят, хватит сидеть где-то в уголке, пригорюнившись, пора уже выходить на авансцену. А для тех, кто в паре, как раз продолжить как-то вашу историю очень грамотно, надежно. Да, и пространство способствует. Может быть, это и по работе, ведь эта карта часто олицетворяет выбор правильного направления на последующие полгода. И для вас, мои дорогие водолеи, вот этот период, даже недельный, он имеет какое-то принципиальное значение в контексте до конца 2024 года. Не можете вы на каком-то шаблоне здесь действовать. Ни в личной жизни, ни в делах, в труде, в творчестве, ни в деньгах. Солнце. Мы не можем где-то проблагодушествовать, просто ничего не делая. Король жезлов, принимайте правильные решения. Будьте, самое главное, честны сами с собой. Перья белые вокруг челмы. И цвета имеют значение в этой колоде карт. Это как раз честность и искренность. Может быть, у нас там 1000 каких-то проектов, но соотнести с реалиями. И что сейчас, чему стоит уделить внимание? Или какие возможности у меня? Что может быть продолжено? А что мне принесет ненужную ответственность? Или что мне неинтересно? Самые разные направления. И есть то, что вы должны для себя определить четко, понятно и, самое главное, по-честному. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.